Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 1974 года рождения, дата исследования, 24 ноября 2022 года, область исследования, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, печень, положение и форма обычный, контур ровный, КРП 202 мм, КРЛ 96 мм, МР структура печени неоднородна, ВС7 киста размером 5 на 4 мм, ВС8, С2 кисты по 3 мм. Контуры четкие, ровные. Структура паренхимы однородная. Внутрипеченочная сосудистая и билиарная сети не расширены. Структуры ворот печени дифференцированы. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Холедах прослеживается на всем протяжении, не расширен, до 5 мм, структура в его просвете однородная. Желчный пузырь, обычных размеров, перегиб в теле. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Поджелудочное железо не увеличено. Контуры четкие, ровные. МР структура поджелудочной железы однородна, очаги патологического сигнала не выявлены. Парапанкреатическая клетчатка дифференцирована. Версунгов проток не расширен 2 мм. Селезенка расположена обычно, правильной формы. В размерах не увеличена. Надпочечники обычных размеров формы. Правая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка структурна. Правый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка структурна. Левый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Обращает на себя внимание утолщение, отек кожи правой молочной железы. При введении контраста, очаги патологической васкуляризации, за исключением правой молочной железы, достоверно не визуализируются. Заключение. МР картина гепатомегалий, немногочисленных кист печени, деформации желчного пузыря. 1 декабря 2022 года доцент кафедры К.М.Н. Котов М. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. На мой взгляд, в печени есть немногочисленные мелкие кисты, которые какой-то угрозы не представляют. Убедительных данных за наличие метастазов я не вижу. В целом, для их выявления лучше использовать КТ, срезы тоньше, и из-за этого и точность выше. Я бы рекомендовал сделать КТ грудной клетки и брюшной полости с контрастом, для уточнения этого вопроса. Вопрос пациентки. Можно один вопрос уточнить, я в замешательстве. Мне по расшифровке рекомендовано сделать КТ с контрастом. Дело в том, что сделано 2 раза с разницей в 4 месяца и есть второе мнение. По всем КТ есть 2 метастаза в печени, как мне узнать, есть они или нет? Что кроме КТ можно сделать? Ответ к М.Н. Котова М.А. Если по КТ есть метастазы, то они действительно есть. В этом случае повторно КТ будет иметь смысл делать или после курса лечения, или не ранее 6 месяцев от последнего КТ. Можно еще сделать ПЭТ-КТ, но лучше посоветоваться с онкологом. Есть ли в этом смысл?